Итак, друзья, готовим супер вкусный суп. Суп ишкембе чорбасы. Это турецкий суп. Я думаю, что, возможно, он есть и в других странах, других народов. Но, по крайней мере, его готовить учила меня моя свекровь турецкая. Здесь у меня килограмм ишкембе, то есть это желудок. Сейчас я его залью где-то 1,5-2 литра кипящей воды. Хорошенько порезали на части, на такие небольшие части. Вот так, чтобы быстрее готовилось. Здесь у меня, вот, смотрите, чеснок. Кладу чеснок и заливаю водой. Солим и включаем огонь. Где-то 45 минут, час ждем, пока будет тушиться. И периодически смотрите, если образовывается вот такая пенка, то ее нужно убирать. Сейчас сделаем заправку для нашего супа. Для этого нам нужна мука, йогурт, лимонный сок и яйцо. Выбиваем яйцо, добавляем муку, все хорошенечко нужно размешать вместе, чтобы не было комочков. Добавляем лимонный сок, тоже все размешаем, и йогурт. И буквально капельку уксус яблочный. Все хорошенечко перемешать, все, заправка готова. Когда будет готов наш желудок, будем оттуда брать немножко бульона, размешивать с заправкой и возвращать в суп. Так, спустя 45 или 60 минут все готово. Это у меня скороварка, необычная кастрюля, то есть она готовит достаточно быстро. Сейчас все вот это вот нужно достать, а жидкость оставим внутри. Ну, либо как-нибудь процедить, как вам удобно. А теперь берем небольшой черпачок бульона горячего, добавляем вот в нашу заправку, вот так потихонечку выливаем и все хорошенько размешиваем, так, чтобы температура заправки немножко поменялась, стало все потеплее, чтобы потом, когда будем выливать в суп, не свернулось яйцо. Так, я думаю, достаточно. Аккуратно выливаем из тарелки в бульон заправку и точно так же все хорошенечко перемешиваем. Сейчас нарезанный желудок возвращаем сюда в суп и где-то 15-20 минут еще будем варить. Итак, желудок, смотрите, сразу нарезаем вот такими пластиночками длинными, а потом поперек режем на маленькие квадратики. Размер квадратиков может быть разный. Я делаю мелкие, можно немножко покрупнее, как кто любит. И потом все это будем возвращать в суп. Берем сливочное масло, немножечко сюда паприки, совсем чуть-чуть. И это будет такая еще соус для супа. Итак, друзья, невероятно вкусный суп. Смотрите, вот такой вот. Можно добавить сюда лимона, немножечко лимонного сока по вкусу. Также можете выдавить чесночок и добавить сюда побольше чесночка. Это все на любителя. Но обязательно приготовьте и попробуйте. Я уверена, вам понравится. Да? Очень вкусно. А сейчас я буду это есть. А у Пашки другой суп. Да, все, приятного аппетита. Ой, горячо.